Приветствую вас, дорогие друзья! Это первое видео нового 25 года. Сразу хочу вас поблагодарить за сумасшедшие просмотры последнего видео 24 года. Оно было про историю новогодних праздников. Оно было очень новогоднее, и оно рвет просто все мои рейтинги. И начать год я бы тоже хотела с новогоднего видео, потому что я знаю, что многие не очень-то спешат отпускать эту волшебную новогоднюю атмосферу. И я также хочу немножечко вам ее продлить. Так что мы с вами начнем с рождественской ярмарки на Манежной площади. Я вам кое-что расскажу о традициях и сроках установки и убирания новогодних украшений, убирания новогодних елок в разных странах мира, и почему в России убирают елки, как правило, позже. А во второй части видео мы с вами прогуляемся по Зимнему заснеженному Невскому проспекту до площади Восстания. И по традиции еще немножко расскажу об истории этих мест. Так что, если вам интересно, наливайте себе горячий чаек, подписывайтесь на канал и продолжайте смотреть. Традиция украшать рождественскую елку зародилась в Германии. Ее истоки связывают с древними германскими племенами, которые наряжали вечно зеленые деревья на праздник Солнца, символизируя жизнь и даруя дары богам. Первые письменные упоминания о рождественских елках появились в XVI веке. В хрониках упоминаются елки, украшенные яблоками, орехами, сладостями и бумажными цветами. В XIX веке моду на елки подхватила европейская аристократия. Традиция распространилась по всей Европе и попала в Россию, где елки начали украшать стеклянными шарами, а в США появились электрические гирлянды и началось промышленное производство елочных украшений. Про историю украшений елок в России, в том числе во времена Петра и других наших императоров, позже я рассказывала подробно в прошлом видео. Обязательно сходите, посмотрите. Сейчас, как правило, в России елку убирают около Старого Нового года, в середине января. Кто-то оставляет елку до конца января. Но раньше были такие времена, когда елка стояла не неделю, не две и не месяц, а всего лишь один день. Накануне Рождества в сочельник взрослые потихоньку от детей приносили дерево в дом, ставили его в самой красивой комнате, запирали двери и украшали гирляндами, свечами и всевозможными сладостями. Под елкой ставили подарки, и до самого вечера детям нельзя было в эту комнату входить. И елка была настоящим сюрпризом. И когда темнело, взрослые зажигали свечи и торжественно открывали двери. Для детей это был самый настоящий праздник. Им разрешали взять подарки под елкой, а потом срывать угощения с веток и, собственно, делать с елкой все, что они захотят. Обычно дети, которые наигрались уже с игрушками и наелись всего, что срывали с веток, потом и срывали сами ветки и валили елку на пол, представляете? И в конце праздника дерево сразу же выкидывали. Сначала это были не очень большие елки, но со временем и елки росли, доставая до самого потолка, и продолжительность ее присутствия в домах. С елкой рос и праздник, как говорится. Взрослые устраивали уже праздник не только для детей, но и приглашали друзей. А если друзей было много, и они друг друга приглашали к себе на елки, праздник мог уже затянуться на несколько дней. Таким образом, елки стояли дома все дольше и дольше. Несмотря на то, что зимние праздники происходят во всем мире, и во всем мире устанавливают елки, в каждой стране традиции установки и прощания с новогодними атрибутами отличаются. В Германии, откуда вся эта традиция пошла, осталось до наших дней две традиции. По одной из них немцы наряжают новогоднее дерево в первый адвент, то есть в первый выходной наступивших 4 недель поста накануне Рождества. По другой традиции немцы ждут окончания Адвента и наряжают елку утром накануне Рождества, то есть прямо 24 декабря. В большинстве домов елка стоит до празднования Дня трех королей, которые отмечают 6 января. А в Испании 6 января – это День Богоявления. И, кстати, в отличие от большинства европейских стран, в Испании рождественские подарки дарят с 5 на 6 января. Считается, что именно в эту ночь в дом тайно проникают 3 волхва. В Швеции елку убирают почти как у нас, после
после 13 января у них это день Святого Кнута. Считается, что в этот день прогоняется Рождество. В США ставят елку в ближайшие ко Дню Благодарения выходные. День Благодарения приходится на конец ноября, и чаще всего елку ставят в районе 1 декабря, а убирают 1 января сразу после наступления Нового года. В Азии елку часто держат до китайского Нового года, то есть значительно дольше, до конца января или начала февраля. Разница в сроках уборки новогодних елок между Россией и Европой связана с культурными, религиозными и традиционными особенностями. В Европе акцент главный делается на Рождестве, а в России Рождество не только празднуется позже, но еще есть Старый Новый год, то есть все уползает немножечко на январь, его середину, а там и до конца января рукой подать. А сейчас мы с вами переместимся на вечерний Невский проспект. Он по-прежнему красиво украшен. Если вы еще не насладились новогодним Петербургом, обязательно съездите в центр. Сейчас уже туристы уехали. Я получаю много комментариев в телеграм-канале о том, что многие петербуржцы даже не смогли толком насладиться всеми местами новогодними, локациями красивыми, потому что большие очереди и толпы из туристов. И правда, в каникулы мы почти что не выбирались в самые людные места. Но вот сейчас самое время. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там заметное прибавление. И я этому очень рада. Я там читаю все сообщения и, как правило, мгновенно отвечаю. Так что добавляйтесь. Буду вам рада. Ссылочка будет в описании. А теперь поговорим об эмоциональной стороне окончания праздников. Ведь убирать елку с эмоциональной точки зрения — это значит завершать период праздников, веселья, какого-то волшебства, иллюзий и переходить к обычной своей нормальной жизни. Нам иногда бывает очень сложно принять завершение праздника, и хочется еще немножечко пожить в иллюзии. Иногда нежелание расставаться с праздником доводит до того, что елки остаются до апреля, а то и до майских праздников. Таким людям елка помогает избежать реальности с ее, может быть, скучной работой, с какими-то проблемами, неприятностями, и помогает удержать праздник в доме и в душе. Есть даже такой термин постпраздничное депрессивное расстройство или праздничная зависимость. Но дело в том, что елка не спасет нас от проблем, и если проблемы не решать, то они могут накапливаться как снежный ком и снижать мотивацию до нуля и приводить к еще большим депрессиям. Конечно, в это самое темное время года нас очень спасают эти декорации, эти яркие огоньки, и с уходом праздников не уходит темное время. И, конечно, нам нужно находить способы отдыхать, расслабляться. И для каждого эти способы свои. И давайте поделимся друг с другом в комментариях, как вы себя спасаете в темные времена года, что вам дарит расслабление, отдых. Ну и, конечно, поделитесь, когда вы планируете убирать елку. А что я вам точно посоветовала бы делать по завершении праздников, это пройтись по разным магазинчикам и поискать всякие новогодние украшения, декоры и подарки с огромными скидками. И именно этим я решила заняться. И, кстати, вот я зашла в Азбуку Вкуса, где тоже есть прекрасные наборы со скидками, елочные игрушки, рождественские полена. Так что это тот самый период, когда можно сделать очень выгодные покупки. Кстати, если говорить именно про Азбуку Вкуса, некоторые самые классные елочные игрушки мы купили чуть ли не в середине октября, когда магазин выставляет прошлогодние коллекции украшений со скидками 70-80%, а с началом нового новогоднего сезона те же самые игрушки начинают стоить по несколько тысяч рублей. Так что пользуйтесь лайфхаком. Я думаю, что это касается не только Азбуки Вкуса, но и всяких других новогодних ярмарок.
мы снова будем выбираться на улицу. Мы уже подошли к площади Восстания, где находится Московский вокзал, на который, я думаю, приезжает большинство туристов в Санкт-Петербург, и из которого они только что недавно разъехались все домой. В XVI веке на месте площади проходил Новгородский тракт, а в 1710-12 годах была проложена большая перспективная дорога. Это нынешний Невский проспект, соединяющий Адмиралтейство с трактом. На месте пересечения образовалась площадь. Позднее была построена дорога к Александро-Невской лавре, определившая единственный изгиб Невского проспекта. А в 1718-25 годах прорыли Лиговский канал, через который перекинули мост. То, что сейчас является Лиговским проспектом, раньше был канал. Площадь оставалась пустырем, где располагались царские дворы Птичий, Псовый, Слоновый. Позже здесь велась торговля, но место было мало обжитым. В 1765-67 годах по велению императрицы Елизаветы Петровны на углу Невского проспекта и Лиговского канала была построена деревянная церковь во имя входа Господня в Иерусалим, ставшая известной в народе как Знаменская. Это место долгое время оставалось за чертой Петербурга. В плохую погоду пустырь превращался в болото. Чуть позже деревянную Знаменскую церковь заменили каменным храмом в 1794-1804 годах. Особая роль выпала этому месту, когда на его южной окраине было решено построить конечную станцию железной дороги между Петербургом и Москвой. В связи с этим архитектор Ефимов в 1844 году разработал план планировки Знаменской площади. И, конечно, доминантой площади стало строительство Николаевского, ныне Московского вокзала в 1847-51 годах по проекту архитектора Тона. Сейчас это Невский, 85. С его открытием Знаменская площадь стала главными воротами в Петербург. Здания вокруг застраивались гостиницами и доходными домами. В 1892 году Лиговский канал засыпали, а вместо моста построили Лиговскую улицу. В 1907 году здесь начнут действовать первые трамваи. На Знаменской площади проходит торжественное построение военных по случаю прибытия на вокзал царственной особы. А дом на углу Невского проспекта рядом с храмом еще не надстроен этажом. Это тот самый торговый центр, в котором я только что была. Дома вдоль Лиговского проспекта тоже еще пока что разной высотности. В 1909 году центр площади был украшен конным памятником императору Александру III работы скульптора Трубецкого. По проекту памятник должен был занимать место на высокой скале Уральских гор на границе Европы и Азии, где внизу проходила железная дорога, Транссибирская магистраль. Отсюда такая внушительность и такая значительность памятника. Многие петербуржцы подшучивали над чрезмерной массивностью памятника, и в 1937 году его все же с площади убрали, но не уничтожили. Сейчас он находится во дворе Мраморного дворца недалеко от Марсового поля. В феврале и июне 1917 года на Знаменской площади проходили многолюдные демонстрации и митинги, столкновения восставших с полицией. В память о революционных событиях в октябре 18 года это место стало называться Площадью Восстания. В начале 1930-х Знаменскую церковь собирались закрыть, но тогда влияние на власть города имел всемирно известный ученый Иван Петрович Павлов. По одной из легенд, в этой церкви Павлов венчался. Также известно, что ученый был очень верующим человеком и часто здесь бывал. Сразу после его смерти храм в 1936 году был снесен. На его месте была сооружена первая станция Ленинградского метрополитена, площадь Восстания. Этот участок земли долго был огорожен забором, а станцию метро открыли в 1955 году. Также на площади Восстания были проложены трамвайные рельсы, было организовано круговое движение. Здания надстраивались этажами. Вот обратите внимание сейчас на фотографии по Лиговскому проспекту. Все здания вровень друг с другом. После войны, в начале 50-х годов, все здания на площади Восстания были отреставрированы, и центр площади в 1952 году занял сквер, в котором установили закладной камень. На его месте планировалось поставить памятник Ленину. К этому времени с площади сняли трамвайное кольцо, трамвай перестал ходить по Невскому проспекту. Проезжую часть площади залили асфальтобетоном.
Говоря о площади Восстания, нельзя не обратить внимание на протяженное здание гостиницы «Октябрьской» напротив вокзала. В 1845 году была построена гостиница «Знаменский вокзал». Позже гостиница изменила название. Вот сейчас на уровне 3-го этажа видна реклама «Большая северная гостиница» и ресторан. Во времена советской власти гостиница была переименована в Октябрьскую. Фасад здания изменился, все-таки победил конструктивизм, а булыжная мостовая все еще была. Но сейчас, конечно же, ее уже не осталось. К 40-летию победы в Великой Отечественной войне в центре площади Восстания 8 мая 1985 года был открыт обелиск городу-герою Ленинграду и стоит на этом месте до сих пор. Площадь Восстания остается крупным транспортным узлом и символом исторической значимости. Я знаю, что также существуют проекты по модернизации площади, включая создание подземного центра под площадью Восстания, но это немножко угрожает безопасности исторической застройки, поэтому проект весьма спорный. Посмотрим, что будет с этим местом дальше. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на телеграм-канал и на мою закрытую страничку Boosty, если хотите быть ко мне ближе. Там я делюсь больше своей жизнью. И до встречи в новых видео. Буду вам рада. Пока-пока. Мой простуженный северный город.